Всем привет! С вами Регина и вы на канале Вегмир. Сегодня у меня для вас видеорецепт домашнего хлеба на ржаной закваске. И готовить мы будем потрясающий, воздушный, ароматный луковый хлеб без дрожжей. Этот рецепт мой авторский, и я создала его одним из первых, когда стала только пробовать делать свои собственные рецепты хлеба. Хлеб с жареным луком так сильно понравился всем, кто его пробовал, и мне самой, что он стал неотъемлемой частью моей хлебной коллекции. Я часто к нему возвращаюсь и всегда пользуюсь своим проверенным годами рецептом. Мне он нравится тем, что даже на слабой молодой закваске тесто поднимается довольно активно и быстро, поэтому этапы приготовления не длительные. Могу гарантировать, что по этому рецепту луковый хлеб получится у всех. Это один из самых простых и вкусных рецептов хлеба. Луковый хлеб получается ржано-пшеничный, хотя ржаной муки в нем совсем немного. Этот рецепт мы будем готовить в духовке. Хлеб будет формовой, но для него лучше использовать низкую и широкую форму, как, например, моя керамическая. Про хлебные формы у нас есть отдельное видео на канале. Смотрите подсказки. Также из утвари понадобится деревянная ложка или лопатка, глубокая миска для опары, полотенце, лучше натуральное, например, льняное, и пищевая пленка. Ставьте лайк и переходим к рецепту. Для того, чтобы приготовить бездрожжевой хлеб с луком, нам нужны следующие ингредиенты. Жидкая ржаная закваска 50 грамм. Рецепт закваски смотрите в подсказках. Пшеничная мука тонкого помола 315 грамм. Цельнозерновая пшеничная мука 50 грамм. Питьевая вода 280 миллилитров. Половинка головки белого репчатого лука. Зеленый лук несколько перьев. Топленое масло кхи 2 столовые ложки. Рецепт в подсказках. Соль 6 грамм. Перед тем, как приступить к рецепту хлеба, нужно оживить и подкормить закваску. Если вы пока еще не знаете, как это делать, смотрите ссылку на видео в подсказках. Когда закваска будет подготовлена, переходим к приготовлению опары для хлеба. В глубокую миску кладем закваску, добавляем 115 грамм пшеничной муки тонкого помола и 100 мл питьевой воды. Тщательно перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, вставляем доступ воздуха, убираем в темное место либо накрываем полотенцем. Оставляем опару в покое на 8-9 часов. Заранее подготовим лук, так как в тесто его нужно будет добавлять полностью остывшим. Репчатый лук очищаем от шелухи. Нарезаем достаточно толстыми четвертинками колец. Зеленый лук рубим. Разогреваем на среднем огне 1 столовую ложку топленого масла. Кладем в него репчатый лук. Обжариваем 3-4 минуты до коричневых пятнышек, после чего оставляем лук остывать. Опара должна увеличиться в объеме в 2-3 раза. Она стала очень воздушной. Перемешиваем. Добавляем оставшуюся воду, пшеничную муку тонкого помола и цельнозерновую, а также соль. Тщательно перемешиваем тесто. Сначала можно ложкой, а затем помесить руками 3-5 минут. Оставляем на 20-30 минут. Лучше накрыть пищевой пленкой, чтобы тесто не заветрилось, или просто сбрызнуть его водой. Теперь добавляем в тесто жареный лучок и зеленый лук. И вымешиваем руками 12-15 минут. 1 столовую ложку топленого масла кладем в форму для хлеба и смазываем ее стенки. Перекладываем тесто в форму, разравниваем. Накрываем пищевой пленкой. Оставляем на расстойку в темном месте или под полотенцем. Далее за тестом нужно следить. У меня тесто увеличилось в 2 раза через 1,5 часа, но может получиться чуть дольше – 2-2,5 часа. Это зависит от силы закваски. Если у вас форма невысокая, как и у меня, то лучше снять пищевую пленку, когда тесто поднимется до уровня бортиков. Потом оно может сильно прилипнуть. Нужно подождать еще, чтобы тесто увеличилось в 3 раза от первоначального объема. Тогда хлеб в итоге получится более пористым. Сбрызните поверхность теста водой и оставьте еще на 30-40 минут, ничем не накрывая. Теперь разогреваем духовку до 240 градусов по Цельсию. Внизу ставим противень, посередине решетку. В противень выливаем 1 стакан воды для создания пара. Я выпекаю в электрической духовке в режиме нагрев снизу плюс работа вентилятора. Если такого режима нет, то оставляем классический нагрев сверху и снизу. Когда духовка прогреется, аккуратно ставим в нее форму с тестом.
Первые 10 минут выпекаем при температуре 240 градусов по Цельсию. Дальше 55 минут при 190 градусах. По готовности оставляем хлеб в духовке на 15-20 минут. Вынимаем хлеб из духовки, заворачиваем в полотенце, оставляем минимум на пару часов, а лучше на ночь. У этого вида хлеба могут появляться красивые и интересные трещинки на поверхности. Для него это весьма характерно. Теперь готовый хлеб можно разрезать. Он получился очень пористым, воздушным и ароматным. Подавайте луковый хлеб к любимым блюдам. Приятного аппетита! Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки видео, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы делимся новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!